Якоб Грабмингиса, компания East Capital. Capital. Уважаемый Владимир Владимирович, вы однократно упоминали о существовании красных линий в отношении России и Украины. Ну, в какой-то степени тоже связано с Западом и НАТО. Вы могли бы уточнить, где проходят эти линии и какими последствиями, по вашему мнению, может привести их пересечение? Стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск на Украину? Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Мы проводили учения «Запад-21», но, как видим, этого не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать. Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР, ДНР, там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территории. Это во-вторых. В-третьих, Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море, когда в 20 километрах от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, которые могут, как известно, обладать, на борту которых находится высокоточное оружие, может находиться и ядерное оружие. Ведь это все создает угрозу для нас. Теперь по поводу красных линий. Они в известной степени носят умозрительный характер. Тем не менее, вот смотрите, что происходило на протяжении предыдущих 20 с лишним лет. Отношения между Россией и западным сообществом, так коллективным Западом, в 90-е годы, в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х годов. Мы были почти союзниками. Нет. Несмотря на наши предупреждения, несмотря на наши разговоры, просьбы, все-таки инфраструктура подошла к нашим границам. Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены теперь системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят, МК-41, на них могут быть поставлены томагавки, ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Но это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого. Что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ. Не мы же это сделали сначала. Сначала наши партнеры вышли из договора по ПРО, потом из договора по ракетам средней дальности. Теперь вы спросили про Украину. Где эти красные линии? Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Если и дальше все будет расширяться, эта инфраструктура, то я уже публично говорил. Ну, вы люди деловые, а может быть некогда за этим следить, но я повторю еще раз. Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Вот представьте себе, да? Вы же, кстати, в Москве живете, да, я так понимаю, East Capital, Москва, да? До Москвы будет подлетное время 5 минут. Уже 15 лет в Москве, так что да. Ну да. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Потому что мы сейчас испытали и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая, 9 махов. Подлетное время
будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Мы куда идем-то? Зачем мы это все это делаем? Вот это создание таких угроз для нас и есть красные линии. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла, так и ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество все-таки будет преобладать.